Всем привет! Решил поделиться личным опытом игры на вертолете и в частности прокачки в PvE миссиях. Сам я приобщился к вертолетам не так давно, долго присматривался к ним и боялся. Вначале было очень сложно и многое непонятно. Да и первый вертолет СССР, мягко говоря, отбивает желание играть. Однако пересилил себя, насмотрелся гайдов и решил таки попробовать сначала в PvE. Прокачал Ми-24 и был крайне этому доволен. Изначальный контекст гайда был это PvE на Ми-4 для новичков, однако решил позже расширить некоторыми рекомендациями и по PvP на топовых вертолетах. В итоге, во время подготовки видео к этому гайду насобирал еще огромное множество полезных советов и разбил гайд на две части. Первая будет посвящена больше управлению и настройкам, вторая рекомендациями и парой примеров боев PvE. Итак, стартуем на полигоне, жмем Shift до упора, чтобы поднять РШГ на максимум, и взлетаем. Вначале пройдусь по самому базовому управлению. Для новичков это будет полезным, для старичков, а пусть как шпаргалка будет тоже. Следует знать, как открыть кокпит, чтобы лучше слышать окружающие звуки, так как это особенно полезно в прицеле от стрелка. Звук внутри кабины сильно приглушается. Сам кокпит — это кабина вертолета. На Ми-8 выглядит не особо эстетично, но все же. В PvE этого делать не нужно, а вот в PvP может хорошо помочь услышать вовремя вражеский самолет и среагировать соответственно на него. Крайне рекомендую переопределить кнопки переключения вида камеры, выставить камеру стрелкаптур на самую удобную кнопку, в моем случае это правая кнопка мыши, и самое главное это убрать последовательное переключение вида. Стабилизация прицела и сброс стабилизации, тут все просто. Следует выставить также на удобные кнопки, так как пользоваться ими нужно будет часто, как в PvE, так и в PvP. Включение режима ручного управления креном. Его достаточно включить один раз на игровую сессию, то есть нажал кнопку в первом бою после входа в игру и все. Не дает вертолету выравнивать крен автоматически. Обязательная настройка для всех вертолетчиков. Теперь переходим к автозависанию, он же режим висения. В нем можно немного крениться влево-вправо, опускать и поднимать нос. При этом после завершения движения вертолет автоматически погасит скорость и выровняется. Через регулировку РШГ можно вертикально ровно подниматься и опускаться. Ну и рыскание также доступно. В PvP рекомендую забыть об этом режиме как таковом. Даже на низких рангах, так как может войти в привычку и потом от зенита будете дохнуть, не успев выстрелить ни разу. А вот в PvE этот режим крайне полезным может быть, особенно на низких рангах. Как именно его для этого удобно применять в PvE, расскажу во второй части гайда с примерами. Сброс пустых контейнеров. Неочевидная спрятанная опция в самолетных настройках. Не знаю, влияет ли на летные характеристики, но выглядит красиво. Темп стрельбы, автопушки или пулемета. Особенно полезен вертолетам с малым запасом снарядов. Разницы в точности я лично в своих тестах не заметил. В любом случае, настройка полезная, стоит о ней знать и пользоваться. Управление РШГ на Ctrl и Shift. Вполне удобно. С колеса мышки я убрал эту возможность, так как сверхточность тут не нужна, а мизинцем достаточно удобно нажимать обе кнопки. А вот регулировку приближения как раз стоит выставить на колесо мышки и настроить чувствительность. На высоких рангах с хорошим приближением у стрелка без регулировки приближения вообще никак. Пуск ракет залпом. Пока нет баллистического вычислителя, не так сильно поможет. Но точно удобнее работать, чем по одной ракете клацать пуски. Хотя я привык и на более современных вертолетах тоже пользоваться только залповыми пусками. При коротком нажатии вылетает 2-3 ракеты. Теперь полетаем на более современном вертолете. Я решил сразу взять топовый,
Поверьте, в плане потраченных усилий и времени он стоит того. Кстати, на нем уже можно убрать шасси отдельной кнопкой. Пуск ракет воздух-воздух. Вначале активируем захват. Появляется еще один мигающий кружочек перед носом вертолета. Направляем его на противника, ждем, когда запищит, и пускаем ракету после того, как круг захвата станет красным. Заодно назначить можно другие удобные кнопки на пуске ракет. Ну и непосредственно сама активация захвата. Тепловизор, ну куда же без него. Я обычно при взлете в ПВП сразу его активирую. В ПВЕ он не нужен, так как все противники подсвечиваются иконками и так. Отстрел ловушек. Поставьте на удобную кнопку, так как особенно в ПВП пользоваться нужно будет ими часто. Также не забывайте периодически смотреть на количество оставшихся ловушек и не лениться возвращаться на перезарядку. Автоматический захват цели по радару. Очень удобная механика для мелких быстро летящих целей, когда навестись не получается нормально вручную. Если цель отображается на радаре, в ту область и наводится стабилизация. Есть возможности переключаться между целями и вручную выбирать. На это отдельные гайды есть, поделюсь в описании к видео ссылочкой. Сам я иногда только автозахватом пользуюсь. Выделение цели. По умолчанию на X назначено. Очень удобно в ПВЕ для пометки цели и определения расстояния. Слежение за целью. Опять же, только для ПВЕ. Сам крайне редко пользуюсь этой кнопкой. Приближение камеры и от третьего лица, и в прицеле. Максимальное приближение и обратно. Пользоваться будете часто, кнопка должна быть удобная. И еще несколько полезных настроек покажу. Изменение отображения скорости. Для того, чтобы показывалась только горизонтальная скорость. Также обратите внимание и проверьте, включен ли автопилот в режиме стрелка, так как хорошо помогает не улететь в землю, когда долго в камере от стрелка находишься. И настройка отображаемых индикаторов на экране. Тут уже на свой вкус и цвет выставляйте, пробуйте, настраивайте. Теперь покажу несколько полезных действий, которыми сам пользуюсь. Разворот на скорости через наклоны. Я для меньшего радиуса разворота перед самим разворотом чуть в обратную сторону делаю крен небольшой и потом резко поворачиваю в нужную с поворотом мышкой, и дополнительно можно еще нажимать на кнопочку S и рысканием еще доворачивать также. К примеру, планируете разворот через правый борт, тогда вначале быстро чуть заваливаетесь на левый и потом уже полноценно разворачиваетесь через правый. Бочка при уходе от ракеты зенитки. Мне в ПВП часто помогает этот маневр. Полезно также снижаться быстро вверх брюхом, но по времени делать это долго нельзя, так как наступает топливное голодание у двигателей и как итог разобьетесь. В аркаде такого ограничения нет. Отброс ловушек. Важно также следить, чтобы они откидывались. Бывает не откидываются, хотя должны автоматом, и голосовой помощник кричит о пуске по вам ракеты. В общем, нужно следить.
При заходе носом на зенитки полезно делать небольшие крены влево-вправо поочередно. При таких действиях зенитка будет стрелять постоянно мимо на упреждение, и шанс выжить значительно увеличивается. Возможность пуска нескольких птуров одновременно на разных вертолетах. На каждом вертолете и каждом типе птура это отдельно нужно проверять. Также эту механику иногда меняют улитки. К примеру, сейчас у топовых советских вертолетов появился обратный отсчет времени для залпа птурами, которыми можно одновременно управлять. Появляется счетчик слева внизу под прицелом. Если выстрелить птур по окончанию, птуры в первом залпе теряют управление и уходят в землю. Расскажу еще о полезной стрелочке в центре экрана. Это указатель вектора направления движения вертолета. Пока будете осваиваться с вертолетами, периодически смотрите на нее, чтобы понимать, куда действительно вертолет движется, неважно, куда смотрит нос. Очень полезно научиться кружиться вокруг цели и в целом делать различные маневры, которые позволяют вам находиться в движении постоянном и при этом продолжать вести прицельный огонь по противнику. Напоследок покажу возможность создания кастомного сета подвесов. Важно знать о том, что это в принципе возможно, и пользоваться, начиная с самых первых вертолетов. Также покажу, как все-таки запустить режим PvE. Делается это не особо очевидно. И на этом пока все. Надеюсь, первая часть гайда оказалась полезной. Сам я пока прощаюсь. Продолжу работать над второй частью гайда. Планирую в ближайшее время выложить. Пока-пока.